Друзья, всем привет! Рада вас видеть. Это видео посвящено транзиту Сатурна, его ретроградному движению и возвращению в знак Козерога, который произойдет с 12 июля и до середины января 2023 года. Сатурн, почему он важен, да? Почему следует следить за его транзитами? Как минимум, потому что это планета, которая олицетворяет собой карму, которая приносит плоды наших действий из прошлого, а также он имеет глобальное влияние на общество и в целом на жизни людей. У него самые длительные циклы, то есть он обходит все 12 знаков зодиака на протяжении 30 лет. И за это время происходят фундаментальные такие сдвиги в обществе, в экономике, в правительстве и в жизни человека. И что интересно, потому что Сатурн самая отдаленная планета Солнечной системы, самая медленная из всех, всего лишь 3 его цикла, 90 лет, является в целом жизнью одного человека. В целом планета указывает на те сферы нашей жизни, которые мы должны проработать, уроки, которые мы должны пройти. Особенно находясь в своих знаках Козерога и Водолея, Сатурн особенно силен. Это указывает на то, что важные изменения происходят в жизни людей, у которых выражены эти два знака. Также я поговорю про Накшатру Джаништа, если она у вас выражена в гороскопе. Вот этот промежуток, следующие полгода, будут тоже для вас достаточно важными. Да и в целом общество, мировой порядок, законодательство, правительство, распределение ресурсов, все то, за что отвечают знаки Козерога и Водолея, выходит на первый план. То есть сейчас то самое время, когда нужно приложить усилия и, скажем, проработать, да, эти сферы. И я подробнее сейчас расскажу о том, что собой представляют знаки Козерога, Водолея, как Сатурн в них проявляются, и, конечно же, будет такой прогноз для каждого восходящего знака, чтобы вы понимали, как вот несколько месяцев, пока был транзит Сатурна в Водолее, какая сфера у вас проявилась, и теперь вот его возвращение в предыдущий знак, что вам нужно доделать, какие события будут происходить, какие ключевые сферы вашей жизни требуют проработки для того, чтобы, когда Сатурн начнет директное движение и после перейдет в Водолей, какой новый уровень, да, для вас откроется, какая сфера жизни. Для того, чтобы она открылась, она была плодотворной, благоприятной, для этого сначала нужно пройти предыдущий уровень. И сейчас то время, когда нам дается, скажем, второй шанс перепрожить определенные события, сделать пересмотр в этих сферах жизни и в целом начать двигаться дальше, начать как-то по-другому, да, время, чтобы что-то изменить. И сам по себе Сатурн, вот если его описать одним словом, это надо. Это надо что-то делать. А ретроградное движение указывает на снова. Время снова что-то сделать, время снова изменить, вернуться к определенным вопросам с целью их доделать, завершить, пройти уроки, которые лежат у нас в плоскости Козерога, да, в какую сферу в жизни и в какой дом попадает у вас знак Козерога, вот сейчас эта сфера выходит на первый план, в ней будут происходить, скажем, главные действия. И в целом про Сатурн очень много уже сказано, говорится о нем часто, много, потому что в его транзиты, особенно по его знакам Козерога и Водолея, случаются глобальные изменения. И многие из вас слышали, кто увлекается ведической астрологией, о периоде Сады-Сати. О нем будет, конечно же, отдельное видео, но вот этот 7,5 годичный период, когда транзит идет Сатурна по вашей натальной Луне, он, скажем, меняет человека в целом на клеточном уровне. И человек проходит испытания, да, огнем и водой, закаляется как сталь, для того, чтобы взрастить свой внутренний стержень, на который он сможет опереться в течение всей жизни. И сейчас в чем-то транзит Сатурна в Козероге и Водолее похож на этот период в том, что каждому из нас нужно будет зафиксироваться в той сфере, где у нас находится Козерог, для того, чтобы на нее опереться и пойти дальше,
переходить как бы в другие сферы жизни, да, и выходить на новые уровни нашего развития. И если мы говорим о знаках Козерога и Водолея, они являются долгосрочными, потому что ими управляет Сатурн, самая медленная из всех планет, самая основательная, фундаментальная. Это то время, когда появляются и происходят долгосрочные перспективы, процессы, и многих людей затрагивает то, что происходит в обществе в это время. Это касается каждого по-разному, потому что существует также индивидуальная карма, есть у каждого своя уникальная натальная карта. Это уже будет продиктовано и описано в ней, насколько эти процессы вас коснутся и насколько разрушительными они могут быть и через что вы можете с ними справиться, да, но это такое время испытания, то есть отсидеться в стороне, ну вот уже сейчас точно никто не сможет, да и в принципе последние 2-2,5 года это было сделать достаточно сложно, потому что, как вы знаете, вся эта история с пандемией, она как раз и началась в начале транзита Сатурна по Козерогу, поэтому затронула буквально каждого. И это время, когда общество очень стремительно развивается и меняется. И те из нас, кто успевают за этими изменениями, кто адаптируется, кто мыслит глобально, видит перспективы, понимает в том числе глубинные причины за всем происходящим, те намного легче адаптируются. Те приспосабливаются к ситуации, находят выходы, находят какие-то новые нестандартные решения. И в целом это время, когда они могут сделать какой-то хороший прорыв. А тем, кто не может приспособиться, тем, кто хочет жить как раньше, вернуть все так, как было, конечно, очень сложно в это время, потому что Сатурн нас учит как раз и выходить из зоны комфорта, и в том числе отрабатывать свои поступки, действия, которые совершили в прошлом. Поэтому все изменения негативного характера в том числе, они продиктованы именно нашим прошлым. И мы не можем это отработать, находясь в таком вот пассивном состоянии. Да? Это время, когда наоборот нужно сгруппироваться, найти в себе силы, опять же взрастить внутренний стержень, на который вы можете опереться для того, чтобы пройти все эти изменения, которые будут происходить. В целом это изменения, они разного порядка, да, разного характера, потому что все зависит от сознания людей. То есть Сатурн на самом деле, он нас учит дисциплине, порядку, учит организованности, распределению равномерному власти, ресурсов, финансов среди общества. И те люди, которые в это время находятся у власти, на них самая большая ответственность распределить все эти ресурсы равномерно между всеми. Но, как мы видим, часто происходит наоборот. Эти ресурсы фиксируются в руках небольших групп, определенных людей, которые хотят, как бы действуют из позиции эго, да, хотят приумножить свое богатство вместо того, чтобы служить на благо обществу. И Сатурн в это время, скажем, будет тоже наказывать через определенные события, испытания таких людей, и те действия, которые они совершают, они закладывают свое будущее, это уже и есть карма, их действия сейчас, им придется за них отвечать позже, это может быть в этой их жизни, это может быть в следующей жизни, но здесь важно больше про то, чтобы каждый из нас начинал мыслить глобально, каждый из нас готовился к переходу в транзит Сатурна по Водолею, а Водолей про то, чтобы влиять на широкие массы людей, на то, чтобы организовывать людей вокруг новых целей, новых миссий, новых взглядов. Это какой-то новый мировой порядок, но который устанавливается не определенной группой людей, а который устанавливает общество. И это про то, чтобы правильно распоряжаться коллективными ресурсами. По-хорошему, это такая община, где есть та самая чистая демократия, да, которую очень сложно увидеть в современном мире, и в котором люди получают равномерно ресурсы за свои вложения, за свои труды, за свои усилия.
А в чем разница между этими двумя знаками? А Водолей я сейчас немножко сказала, еще добавлю. Козерог, он больше про структурность, про развитие вертикальных отношений, а именно, если мы говорим о глобальном каком-то уровне, то это власть страны и народ, да, это руководитель на работе и сотрудник, исполнитель, это наставник и учитель, это родители, ребенок. Вот это вертикальные связи. Козерог и Сатурн в Козероге учат нас уважать иерархию, следовать ей, развивать уважение к старшим как по возрасту, так и по статусу, так и по знаниям. Водолей — это, как я уже рассказала, про общественные дела, про влияние на широкие массы людей, про то, чтобы распоряжаться правильно коллективным ресурсом. Это включает в себя и природные ископаемые, и финансовые системы, технологии, СМИ. И это тоже про то, чтобы выходить за рамки, мыслить глобально и посвящать свою жизнь служению обществу. Через науку, через историю, через исследования, технологию, политики и так далее. В целом, через любую деятельность. И люди, у которых ярко выражен в гороскопе знаки Козерога, Водолея или же Накшатра Дхаништха, они более склонны именно к этому служению, особенно Водолеи. Но часто у Водолеев бывает такая история, что они хотят сделать что-то на благо обществу, да, миру, но иногда сложно отказаться от своей вот личной выгоды. Вот есть сложность с получением определенной власти, статуса, финансов, и не забирать это только все себе, да, вот это тоже их урок, это тоже их проработка, именно испытание властью и деньгами. И Накшатра или лунная стоянка Дхаништха, в которой Сатурн находился с апреля этого года и будет в ней до марта 23-го, это будет диктовать такие события, что в мире будет происходить такая реструктуризация ресурсов, материальных благ, особенно это будет касаться тех, кто имеет какую-то власть, влияние и неравномерно, да, и также собрал вокруг себя определенные ресурсы и в свое время неравномерно их распределил. И это могло быть путем или их прошлых стараний и усилий, или же это те люди, у которых снова Дхаништха как-то выражена в натальной карте, они оказались благодаря стечению обстоятельств, да, в нужном месте, в нужное время. Так вот, им придется, скажем, это все время уже идет к этому подготовка, но особенно ярко это будет проявляться, конечно, когда Сатурн перейдет в Водолей, пересмотреть то, как они распределяют все эти блага. И с 12 июля 2022 года до 10 октября нам нужно будет вернуться к событиям, которые происходили в нашей жизни и с обществом в целом с конца февраля до конца апреля 2022 года. Это вот последние 6 градусов именно знака Козерога, когда Сатурн находился в Накшатре Дхаништха. Нам сейчас дается как бы снова этот отрезок времени, который случился с февраля по апрель, для того, чтобы мы могли исправить ошибки, для того, чтобы мы могли пересмотреть, переделать, пересмотреть решения, которые мы приняли, что-то изменить или улучшить, уже имея, вот скажем, те 4 месяца, когда Сатурн был в Водолее, получив какие-то новые знания, новый опыт, дав себе время на такую передышку, да, отдалившись от ситуации, посмотрев на нее по другим ракурсам. Сейчас мы как бы с новыми силами и знаниями возвращаемся снова в тот временной промежуток для того, чтобы сделать снова, да, как я и говорила в самом начале. И на глобальном уровне это может быть о том, что будет пересматриваться различные позиции стран, государств, изменения в отношениях, особенно внешние отношения между странами. Это также пересмотр различных актов, законодательств, которые были приняты с февраля по апрель, и также построение новых вертикальных отношений в обществе, какие-то новые альянсы, экономические кластеры, особенно после января 2023 года. И данный транзит, он
транзит именно Сатурна по Козерогу, он может внести ограничения, которые именно будут связаны с финансами и экономикой. Все, что касается внешней политики стран, все, что касается санкций, вот эти все вещи будут очень сильно проявлены до октября этого года. И зная, что Сатурн у нас сейчас будет идти по Козерогу, нам нужно рассматривать всю ось целиком. Всегда находятся знаки друг напротив друга. Напротив Козерога находится знак Рака. И вот эта ось, Сатурн влияет на Рака своим аспектом, то есть ось Рак-Козерог нас, каждого из нас, будет заставлять пересматривать все, что связано с 4-10 домом гороскопа. Прежде всего, это наше место жительства, где мы хотим остаться, где мы хотим жить, где мы хотим обосноваться, заложить свой фундамент или создать как бы свою базу. Это также вопросы, связанные с оформлением документов. Если мы переехали или собираемся переехать, это все, что связано с получением гражданства, вида на жительство, прописка, регистрация. Это также вопросы касаемо наследства, любые финансовые, вопросы, подписание контрактов. Это про решение вопросов, связанных с семьей. Возможно, нужна помощь семье, родителям, тоже с переездом, с ремонтом, неважно. Но здесь ключевое — помогать своим родителям, близким и выстраивать с ними вертикальные отношения, учиться смирению, уважению и терпению. Это прям ключевое для каждого знака, и самое лучшее, что вы можете сделать, пока Сатурн находится в Козероге. Вы заложите тот самый фундамент, который будет давать вам необходимую поддержку на протяжении следующих 30 лет, до того момента, пока Сатурн снова вернется в Козерог. Это будет еще не скоро, как вы понимаете. А следующая ось, которая будет активирована, когда Сатурн придет в Водолей в январе 23-го, это будет ось Лев-Водолей. Это уже то время, когда, опираясь на Рак-Козерог, на эти сферы, на эти уроки, мы, получая поддержку от рода, имея определенное состояние, или же базу, мы можем выходить в публичное пространство и проявляться, показывать свой талант или свой проект, создавать что-то на благо обществу через именно свою деятельность непосредственно. И, кстати, эту тенденцию уже можно было заметить в этом году, когда Сатурн шел по Водолею с конца апреля до середины июля. Многие новые люди вошли в информационное пространство, а другие, наоборот, из него ушли. Так вот, этот тренд будет продолжаться очень активно уже непосредственно с 23 года. Поэтому период ретроградности Сатурна — это то время, когда мы занимаемся своим внутренним ростом. Это возможность исправить и устранить то, с чем мы не могли справиться во время его директной фазы, или в целом даже на протяжении жизни. И сфера, в которой Сатурн меняет свое направление, или начинает ретроградное движение, требует нашего повышенного внимания. Поэтому для того, чтобы понимать, что вы можете предпринять, чтобы улучшить ограничения от Сатурна, меньше их ощущать и в целом быть более продуктивными, закладывать такую хорошую основу, крепко стоять на ногах. Вот сейчас я расскажу для каждого восходящего знака, что это будут за сферы, и вы сможете, скажем, иметь хорошее понимание, над чем работать в ближайшие полгода. Итак, восходящий Овен. С конца апреля до середины июля этого года вы уже могли ощутить на себе влияние Водолея. Именно у вас была активирована сфера 11-го дома. Это о том, что в это время вы могли увидеть плоды вашей работы, получить какие-то бонусы, получить признание, премии, возможно, увеличить свой доход или выйти на какой-то новый уровень, новый статус, а также обзавестись какими-то выгодными для вас связями. Сейчас идет возврат в сферу вашего 10-го дома. Это та сфера жизни, которая связана с карьерой, социальной деятельностью, с вашим статусом. И задача здесь, в этой сфере, заложить прочный и долгосрочный фундамент. И именно сейчас, как никогда, важно определиться с вашим местом работы, с вашей деятельностью, профессией, понять, чем именно вы хотите заниматься, во что вы хотите вкладывать все свои ресурсы, и как через это вы хотите пойти в сферу 11-го дома, для того, чтобы сделать что-то хорошее для общества, как-то послужить этому миру.
И сейчас время, когда очень важно выстраивать правильные вертикальные связи, именно отношения с начальством, с вышестоящими, заявлять о себе очень ярко, открывать новые горизонты и перспективы вашей деятельности. И плодотворная работа в этом доме даст хорошие результаты в виде повышения статуса, расширения полномочий, какие-то новые обязанности, влияние на людей или на общество, да, и повышение зарплаты. И на данный момент, если у вас нет работы, да, то тогда сейчас самое время как раз о ней задуматься и понять, какой вклад вы несете в общество, как вы можете проявить свои таланты на благо окружающим. И на низком уровне этот транзит может дать потерю работы или карьеры, может быть очень много дел, какой-то завал на работе, который не приносит никаких результатов. В целом непонимание и сложности в отношениях с начальством и теми, кто стоит выше вас. Или же ваши заслуги и достижения остаются незамеченными. Это все говорит о том, что вы пока не справляетесь с уроками Сатурна, и вам важно выходить на высокий уровень именно через то, чтобы закрепить свои позиции в вашей деятельности, в вашем бизнесе, выводить проекты на какой-то новый уровень и получать социальный взлет, поднимать свой статус в обществе. Телец. С конца апреля до середины июля вы уже могли ощутить влияние Водолея по сфере 10-го дома. Это были изменения, которые связаны именно с вашей работой, деятельностью, статусом и позицией в обществе. Сейчас время вернуться в предыдущий дом, 9-й, который связан с вашим предназначением, с вашей миссией, определиться с тем занятием профессиональным, вашей деятельностью, через которую вы можете дальше развиваться и вносить свой вклад в общество, в развитие, да, социума. Также это время, когда вы можете получить какое-то образование, новые знания. Именно здесь больше про формальное образование, про повышение квалификации. Но и также очень важно заниматься саморазвитием. Именно через призму предназначения, кто я, что мне нравится, в чем у меня потенциал, какие у меня есть таланты, сильные стороны, как я могу влиять на этот мир и через что, через какой вид деятельности, да, через какую сферу. И это время для того, чтобы определить свой вектор и ориентиры на будущее. Очень хорошо в это время искать учителей, наставников, авторитетов в целом, как в работе, так и в личном развитии, для того, чтобы вы могли найти такой пример хороший для себя, человек, который вас будет вдохновлять и укажет вам через свой опыт, через свой путь дальнейшее направление, да, или даст необходимую поддержку. На низком уровне этот транзит может давать проблему в мировоззрении, взглядах на жизнь, отрицание всего высшего, духовного, саморазвития и в итоге какое-то внутреннее опустошение. А также могут быть конфликты, которые связаны с наставниками, с учителями, с отцом или с иностранцами, другими странами, или полное отрицание важности или необходимости образования, да. И это указание на то, что вы не проходите уроки Сатурна в данной сфере. Вам важно выводить его на высокий уровень, именно строить свое мировоззрение, выстраивать свою систему ценностей и начинать через обогащение знаниями и определением со своим предназначением, векторами развития, напитываться этими вещами для того, чтобы дальше вы могли послужить обществу непосредственно через вашу деятельность. Близнецы. С конца апреля до середины июля 22 вы уже могли ощутить влияние Водолея. Именно изменения были связаны с вашим образованием, с авторитетами, с наставниками. В это время вы могли больше задаваться вопросом вашего предназначения, некой высшей миссии, к чему вы идете, зачем, и как-то думать о дальнейшем вашем развитии, да? И сейчас время вернуться в сферу 8-го дома и понять,
насколько на самом деле вы независимы от других людей. 8-й дом, он олицетворяет собой ресурсы других людей и в целом, да, влияние, которое на нас имеют другие, как материальное, так и ментальное, психологическое. И в это время важно переоценить и понять, насколько вы действительно самостоятельны, независимы, или же вы предпочитаете, скажем, быть в зависимости от других людей, да, от их ресурсов, и в целом не можете самостоятельно как-то двигаться дальше в жизни. И это время для внутренней трансформации, для того, чтобы стать независимым, найти внутренние опоры и стать более самодостаточным, зрелым и ответственным. И здесь потери и неожиданные ситуации могут происходить, если вы перекладываете ответственность за вашу жизнь на других людей. То есть отдаете им бразды правления и ждете, что кто-то придет, спасет, даст то, что вы хотите. Это может быть также какие-то тяжелые финансовые обязательства, долги и в целом какая-то большая такая сплошная черная полоса. Это проявление Сатурна на низком уровне и говорит о том, что вы не проходите его уроки. Вам нужно в это время выходить из этих кризисных ситуаций, развивать внутренний стержень, который вам понадобится в следующий год для развития именно себя в профессиональной деятельности, для того, чтобы определиться со своими векторами развития и получить признание и статус в обществе. А также это может быть временем, когда другие люди могут вкладывать деньги в ваш проект. И в целом, вы не рассчитываете на это, да, то есть эти возможности сами приходят, вам приходит необходимая поддержка, но она приходит именно тогда, когда вы в ней не нуждаетесь, когда вы знаете, что вы и сами справитесь. Раки. С конца апреля до середины июля вы уже могли ощутить влияние Водолея по вашему 8-му дому. Это изменения, которые связаны с вашими ресурсами, отношения с другими людьми, с вашим партнером, как в браке в отношениях, так и в бизнесе. И это была проработка, скажем, самостоятельности, да, насколько вы были зависимы от мнения других людей или их влияния на вашу жизнь. И сейчас время вернуться в сферу 7-го дома, то есть завершить уроки в сфере брака, партнерских отношений и в целом с обществом, взаимоотношения с людьми. Это время для пересмотра ваших отношений, для того, чтобы понять, находитесь ли вы с тем человеком рядом, насколько для вас это правильно, ценно, насколько эти отношения долгосрочны и какая в целом есть перспектива у этого союза или партнерства в будущем. Это тоже про то, чтобы проверить еще раз, кому вы доверяете и с кем вы идете по жизни, про ваше окружение. И на низком уровне это может давать очень серьезные проблемы в отношениях с мужем, с женой, расставание, непонимание. Такой вот эффект одиночества в толпе, когда окружающие вас не понимают. Или же ситуации, которые связаны с позором или стыдом. Это может намекать о том, что уроки Сатурна не проходите. И здесь важно выводить их в плюс, разбираться в ваших отношениях, выбирать тщательно того человека, с кем вы рядом находитесь, ваше окружение. А также это может быть временем для укрепления отношений, в том числе официальный брак, появлением нужных связей и влиятельных людей в вашей жизни и закреплением вашего социального авторитета. И урок для раков здесь в том, чтобы понять, что капитал, ресурсы, которые будут вас защищать пожизненно, которые вы можете опереться, такая некая подушка безопасности, она нарабатывается вами самими. Не ждите ничего, никакой помощи, никакой поддержки от других людей или партнера. Не требуйте этого. Будьте независимыми, самостоятельными. Для того, чтобы вы должны научиться решать свои проблемы сами. И другой человек также. И когда мы оба, зрелые, взрослые, самостоятельные, тогда мы притягиваемся, и мы можем действительно уже совсем на другом уровне служить друг другу и служить этому миру, делать какие-то большие дела.
Но когда это состояние некой такой жертвы, да, когда мы передаем ответственность за свою жизнь на другого, другой человек выступает в роли определенного такого донора, да, или помощника для нас, тогда нам сложно масштабироваться, выходить на новый уровень или как-то раскрывать потенциал. И если в это время есть сложности именно с отношениями, они не складываются, тогда используйте это время для того, чтобы выстраивать ваши отношения с обществом. Вы здесь можете сделать очень хороший прорыв именно через то, чтобы идти в самореализацию, в саморазвитие и через вашу деятельность. А это может дать хорошее продвижение в профессиональном плане и может дать вам какую-то публичность, да, выход как бы на сцену, на арену, где вы находитесь в поле зрения большого количества людей, то есть есть влияние на массы. Лев. С конца апреля до середины июля вы могли ощутить влияние Водолея по именно сфере 7-го дома, все, что связано с вашими отношениями, партнерствами и в целом отношения взаимодействия с обществом. И сейчас время вернуться в сферу 6-го дома предыдущего и навести порядок в своих требованиях по отношению к себе, к другим людям, особенно заниматься своим здоровьем. Это и диагностика, и лечение, и налаживание режима сна, дня, питания, физическая нагрузка. Это время для того, чтобы научиться независимо решать свои проблемы и брать ответственность за свою жизнь. 6-й дом у нас олицетворяет в целом обязанности. Обязанности, которые у нас есть в семье, бытовые, и также обязанности именно на работе, потому что 6-й дом олицетворяет собой сферу профессиональной деятельности. Поэтому здесь важно проходить эти уроки, делать правильные выводы для того, чтобы значительно поднять свое положение в обществе. И также из, скажем, этих новых привычек, нового полученного опыта мы сможем уже на транзите Водолея строить отношения нового уровня, когда Сатурн будет в вашем 7-м доме, и выходить на новый уровень в обществе, получать необходимое влияние, статус и так далее. Дева, с конца апреля до середины июля вы уже могли ощутить влияние Водолея по вашему 6-му дому. Это изменения, связанные с вашими обязанностями дома, на работе, вопросы здоровья, лечение, диагностика, режим питания, сна, занятия спортом, а также могли происходить события, которые были связаны и требовали от вас решительности и самостоятельности. А сейчас время вернуться в сферу 5-го дома. И это вопросы, которые связаны с вашим проявлением в мир. Это вопрос личного творчества. Что ты, как творческая единица, личность из себя представляешь? Это также про то, чтобы завершать обучение или получать образование, подтверждать диплом, например, да, получать сертификаты. И дом проектов. И проекты здесь, они могут быть как семейные, так и социальные. Социальные — это через вашу деятельность, через ваше творчество, креатив, это какие-то бизнесы, да, проекты. А семейные — это дети и все, что связано с ними, их воспитание. И негативное проявление этого транзита, да, на низком уровне, это когда нет удовольствия и радости от жизни. Ощущение, что идет какой-то суперсерьезный тяжелый период, в чем он заключается, непонятно, но ничего не в радость, нет времени на себя, на занятия своим хобби и в целом какие-то сложности, возможно, в отношениях, связанные с романтическими отношениями или же с детьми. И здесь про то, чтобы опять выходить именно в плоскость творчества, проявлять творческую энергию, которая есть в каждом из нас, возможно, превращать свое хобби в профессию для некоторых или же бизнес, и выбирать ту деятельность, где вы будете получать радость, кайф, удовлетворение, где вы не будете чувствовать себя обремененным, думая о том, что завтра нужно на работу, где вы будете с нетерпением ждать этой работы, потому что это является вот самым важным, ценным, то, что приносит вам радость на каждодневной основе. Весы. С конца апреля до середины июля 22 вы могли ощутить влияние Водолея по 5-му дому. Могли активироваться вопросы личного творчества,
обучения, образования, также проектов социальных и семейных. И сейчас время вернуться в сферу 4-го дома. Это все, что связано с землей, строительством, с недвижимостью. У кого-то это может проявиться в виде ремонта, кто-то в это время покупает, продает недвижимость или инвестирует, кто-то оформляет документы, да, занимается всеми этими бумажными вопросами. Это также время для того, чтобы определиться с местом проживания. Для кого-то здесь тоже эффекты разные могут быть. Кто-то в это время может вернуться в место рождения, то есть на родину, или туда, где вы были до февраля 2022 года, или же наоборот, закрепиться в том месте, где вы оказались сейчас. Что из этого будет, это уже непосредственно можно рассмотреть именно в вашей натальной карте. Это также время про то, чтобы выстраивать надежные вертикальные отношения в семье с вашими родителями, с вашими близкими, особенно с мамой. И для того, чтобы начать ощущать внутренний комфорт, работать над ним, получать удовлетворение от того, чем вы занимаетесь, от общения, отношений с вашей семьей. И это также может быть про организацию людей. Для кого-то, например, станет актуальным организация каких-то сообществ, мероприятий, да, объединение людей вокруг каких-то целей. На низком уровне это может проявляться как холод и некая отчужденность от своей семьи, конфликты, непонимание. Кто-то может, наоборот, переехать в более скромное место жительства. И в целом такое состояние подавленности, некомфорта, неуюта, беспорядка, да, что вы не чувствуете себя комфортно в том месте, где вы находитесь, и внутри соответствующее состояние. Поэтому это время, когда вам нужно создать базу. И очень часто она как раз-таки связана непосредственно с местом жительства, с вашей недвижимостью. То место, куда вы можете в любой момент вернуться или приехать. И опереться, на которую вы также всегда можете. Эту базу вы выбираете и как бы строите на следующие 30 лет, до момента следующего возвращения Сатурна в знак Козерог. И через, опять же, этот фундамент вы сможете идти дальше по жизни, воплощать свои проекты и проявляться в обществе через вашу деятельность. Скорпион. С конца апреля до середины июля вы могли уже ощутить влияние Водолея именно по вашему 4-му дому. Могли активироваться вопросы, связанные с недвижимостью, с местом проживания, отношения в семье, особенно с мамой, и изменения, связанные с внутренним счастьем или удовлетворением. Сейчас время вернуться в сферу 3-го дома. Это все, что связано с вашей силой воли, инициативой, смелостью, коммуникацией, организованностью и в целом выбором дальнейшего вектора развития. Это про цели и планирование. Это время, чтобы определиться с вашими планами, целями, куда вы идете, зачем, когда вы туда хотите прийти, в чем ваша роль, в чем миссия, какой вклад вы хотите внести в общество и для чего это нужно делать. Потому что, напомню, Сатурн — это глобальная планета, которая имеет очень масштабное фундаментальное влияние. Про широкий глобальный взгляд, про широкое мировоззрение. Не просто жизнь для себя, а жизнь в целом для общества и несение какой-то пользы для него. И это время, когда есть возможность изменить что-то в своей жизни, стать более дисциплинированным и в целом вырасти, да, стать более зрелым. На низком уровне этот транзит может давать такой информационный хаос, когда вы теряетесь в потоках информации, разговоров, в целом это может давать какие-то разрушительные разговоры, сплетни, слухи, и вот перемывание косточек и так далее. Это может сказываться в сложности с коммуникацией, общения с другими людьми, особенно с родственниками или соседями, а также сложности с обучением, получением новой информации. И опять же, это указание на то, что вы не проходите какие-то уроки Сатурна, и вам нужно
именно взращивать свою инициативу, организованность, работать над коммуникацией и выстраивать свои цели, работать над ними, учиться отсеивать ненужную информацию и строить очень долгосрочные, правильные отношения с родственниками или соседями. Стрелец, с конца апреля до середины июля вы могли ощутить влияние Водолея по вашему третьему дому. Это вопросы, связанные с силой воли, инициативой, смелостью, коммуникацией, организованностью и целеполаганием, планированием. Сейчас время вернуться в сферу второго дома. Это вопросы, связанные с деньгами, с материальными накоплениями. Это также про речь, про то, чтобы говорить зрело, обоснованно, содержательно, именно иметь какие-то фундаментальные знания, чтобы слова были ими подкреплены. И это время, когда есть возможность пересмотреть ваши источники дохода, закрепить результаты или же начать рассматривать сферу недвижимости или строительства как одну из сфер для заработка, для инвестиций. На низком уровне этот транзит может давать финансовые проблемы и сложности, возможно, какая-то нехватка денег, или же ваша деятельность, работа, проекты не приносят ожидаемые доходы, и приходится себя ограничивать, сдерживать в финансовом плане. И это говорит о том, что какие-то уроки Сатурна не проходите. Важно, наоборот, идти в закрепление ваших денежных результатов, наводить порядок ваших финансов, вести учет расходов, доходов, откладывать часть денег, инвестировать их или же в целом, иметь какую-то подушку безопасности. И прежде чем потратить на что-то, это очень сильно обдумать, обосновать. Это время, когда нужно свои деньги считать и очень правильно ставить финансовые цели для того, чтобы уже из этого нового финансового поведения, мышления, масштабироваться, расти дальше. Козерог. С конца апреля до середины июля 2022 года вы уже могли ощутить влияние Водолея именно по сфере вашего второго дома, все, что связано с финансами и материальными накоплениями. Сейчас время вернуться в сферу первого дома, потому что, чтобы нам стать богатыми или иметь определенные ресурсы, для этого нужно понять, кто мы есть, именно как личность, определить себя, определить свою позицию в социуме и в целом провести такой определенный детокс в мышлении, в окружении, убрать все лишнее, ненужное, все, что сковывает, ограничивает, не дает расти дальше. Также про то, чтобы развить в себе качество ответственности и дисциплинированности. Сейчас время планирования для того, чтобы ставить цели, жить по расписанию и в целом быть очень таким упорядоченным, когда вы четко знаете ваши действия, что зачем идет, такая есть последовательность, есть логика. И на низком уровне данный транзит, он может давать ощущение тяжести, некая такая меланхолия, тоска, нехватка сил, энергии. И может быть в целом пересмотр многих стереотипов, убеждений, потому что во многом какие-то шаблонные социальные установки в это время как раз и разрушаются. И в это время как будто бы теряются точки опоры, потому что вам приходится искать новые, вы на что-то опирались внешне, но до конца еще не изучили, не поняли себя, не почувствовали свою силу. Поэтому сейчас очень важно изучать себя, познавать, определяться с тем, кто вы есть, куда вы идете, зачем, убирать все лишнее, ненужное и закреплять свои позиции в социуме. Именно взращивая этот внутренний стержень, вы сможете потом, скажем, его монетизировать, и пойти дальше по всем остальным сферам, в том числе достигая карьерного роста и успеха. Водолей. С конца апреля до середины июля вы уже могли ощутить влияние Водолея, активировались вопросы, связанные с определением себя как личности, взращивание своего внутреннего стержня, закрепление своих позиций в социуме, планирование и в целом организация всех сфер жизни, особенно личной и профессиональной. И сейчас наступает время для того, чтобы вернуться в сферу 12-го дома, изучить свой внутренний мир, побыть больше в тишине, в уединении,
научиться слышать свою интуицию, познавать высшие законы, изучать духовные писания, заниматься практиками и в целом развивать навык наблюдателя за собой, так и за внешним миром. Учиться видеть картину целиком, не вовлекаясь в какие-то отдельные эпизоды и как-то эмоционально реагируя на них. На низком уровне этот транзит может давать депрессию или меланхолию, или же какие-то пагубные, разрушительные зависимости, в том числе развитие страхов и фобий, и ощущение такой глобальной пустоты внутри. Это говорит о том, что уроки Сатурна не проходите. Важно выводить их на высокий уровень. Особенно заниматься очисткой, да, перепрошиванием своих бессознательных программ и находить в себе стержень, опору, заниматься психоанализом, регрессивной терапией, изучать духовные писания, заниматься йогой, медитацией, больше погружаться в себя и в свой внутренний мир. И в этот период доверять себе, не кому-то на внешнем уровне. Вот это вот очень важно. Рыбы, с конца апреля до середины июля вы могли ощутить влияние Водолея именно по вашему 12-му дому. То есть в это время могло быть желание больше времени проводить наедине, уединяться, слушать себя, внутренний голос, интуицию. Активировались вопросы, связанные именно с изучением своего внутреннего мира. И, возможно, многих из вас, скажем, повело в сферу саморазвития, духовных практик, занятий йогой, медитациями. А сейчас настало время вернуться в сферу 11-го дома и как бы забрать те ресурсы, которые вы наработали, забрать ваш статус, награды, признание, а также окружить себя единомышленниками, людьми, которые помогают вам. Хорошо еще, например, завершать какие-то профессиональные начинания, проекты, публикации, да, доводить до конца, завершать, и также образование. Прежде чем вы, скажем, полностью окунетесь в сферу 12-го дома уже с января следующего года, тогда вы, скажем, отойдете, да, больше от внешних каких-то событий, да, то есть сфера вот именно карьеры, профессиональной реализации, она выйдет на второй план. На первый план выйдет именно ваше внутреннее состояние и жажда, стремление себя понять, познать, изучить. И на низком уровне транзит по 11-му дому, он как раз может давать потерю друзей, единомышленников, холод, непонимание в коллективах среди друзей. Но здесь это указывает на непрохождение уроков. Важно их выводить на высокий уровень и наоборот закреплять социальные дружеские отношения, окружать себя единомышленниками, создавать такую хорошую систему, да, в окружении, в поддержке и в социуме становиться значимым, получать признание, становиться заметным и как-то получить тот статус, над которым вы работали до этого. Ну что, я желаю вам отличного транзита, прохождению всех этих уроков, завершению тех сфер жизни, которые требуют от вас сейчас внимания, и доделывания всех вещей, которые, скажем, были или не сделаны, или не пройдены. Теперь с высоты нового опыта все немножко почувствовали, что такое Сатурн в Водолее за последние пару месяцев. Теперь мы можем дозавершить, проработать нашу карму, исправить ошибки, если они были, и в целом улучшить свои сферы жизни для того, чтобы уже следующий год начать так по-хорошему, с чистого листа, на таком хорошем старте, топливе, имея определенную базу и взращивая качество Сатурна в себе, а именно внутренний стержень, ответственность, организованность, самостоятельность для того, чтобы быть отдельной личностью и приносить максимальную пользу для общества, делать этот мир чуточку лучше. Всем спасибо за внимание, не забывайте писать комментарии, ставить реакции на это видео, таким образом его увидит большее количество людей, и у нас произойдет такой хороший энергообмен. И увидимся с вами в следующих видео.